Ну привет! Сегодня мы расскажем про то, как мы съездили в Америку в 2024 году. Приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали! Мы вышли из дома в Праге. Не настолько сначала. Нет, настолько. Мы вышли из дома в Праге и поехали в сторону аэропорта. Нас ждал 9-часовой рейс прямой в Нью-Йорк, и мы полетели авиакомпанией Delta. Билеты стоили примерно $500. Как ты долетела, Настя? На самом деле долетели мы очень хорошо. Нас сразу же где-то через 40 минут после взлета покормили полноценной едой, да, полноценным обедом. Было очень неплохо для еды в самолете. И на протяжении всего полета нам предлагали снеки. И уже последний раз, когда мы, получается, приземляться должны были, нас еще раз покормили. В принципе, полет был хороший. Мы смотрели кино, спали, разговаривали. Было клево. Прилетев в Нью-Йорк, мы стояли в 2-часовой очереди на границу. А потом сели в такси. По дороге домой в такси мы увидели шествие в честь Трампа. Получается, мы приехали в дом. Мы жили не в самом Нью-Йорке, мы жили в пригороде Нью-Йорка, в небольшом районе. У наших родственников, получается, можно же так сказать? Можно так сказать. Вот, у наших родственников приехали поздно, устали и сразу легли спать. Из-за джетлага мы проснулись в 6 утра. Пошли гулять по Лачмонду. Это примерно нью-йоркская Рублевка. Там мы увидели кроликов, зайчиков, белок, много всего. И позавтракали в Dunkin' Donuts. Да, это было очень клево. К сожалению, потом в Dunkin' Donuts мы так и не поели. Это был единственный раз, когда мы ели в Dunkin' Donuts. Буквально мы больше не ели пончиков. Мы ж не американские полицейские. Ну и уже, получается, после нашей прогулки мы выдвинулись в сторону города Нью-Йорка. Мы хотели погулять, посмотреть центр, посмотреть основные достопримечательности. Классно там было. Да, дорога до Нью-Йорка стоила где-то $20 в одну сторону на двоих. Сейчас за нами вы можете видеть теплоход, на котором мы поедем на Статую Свободы. И посмотрим, что же находится на этом прекрасном острове Свободы в Нью-Йорке. Первым делом мы отправились на остров Статуи Свободы, потому что это символ Америки, свободной и независимой страны. Чтобы получить лучший вид на Статую Свободы, занимайте места на верхней палубе спереди в правой части. Посмотрите, насколько монументально выглядит Статуя Свободы. Это символ свободы и символ Америки. Да, как нам рассказали, Статуя Свободы была именно первым, так сказать, первой вещью, которую видели приезжающие еще тогда давно иммигранты в Америку, в Нью-Йорк. Они приезжали, и их сразу встречала Статуя Свободы, как показатель того. Но это еще очень-очень-очень давнее время, то есть когда, как в «Титанике», когда Роуз приезжала в Америку, она увидела Статую Свободы, вот примерно так же и все остальные мигранты видели. Вот, но сейчас уже, по-моему, этот пункт не работает, как нам сказали, туда мигранты уже не приезжают. Не приезжают. Это просто достопримечательность. Ты как моя бабушка решила все-таки историческую сводку давать. Нет, но это интересный факт просто. Интересный факт. Рубрика «Интересный факт». По возвращении с острова Статуи Свободы мы пошли пешочком до быка, потрогали его яйца на Уолл-стрит. Мы стоим в очереди, чтобы потереть быку яйца. Очередь такая, не маленькая. Удивительно, как люди падки на туристические приколы и хотят стоять по 20-30 минут, только чтобы дотронуться до счастливых яичек этого уолл-стритского быка. И отправились в музей 911, который посвящен трагическому событию разрушению башен-близнецов джахидами, исламистами и другими не очень привлекательными личностями. Мы с Настей сейчас находимся в даунтаун Нью-Йорка. Идем по Бродвею. Посмотрели только что очень тяжелый музей 911. Событие, которое нужно помнить, осуждать всю жизнь и никогда не забывать. Домики, как в Человеке-пауке. Буквально.
так, что музей достаточно большой. Было очень интересно походить, посмотреть, как они, в принципе, представляют все это событие. Было приятно, наверное, услышать, что они признали свою ошибку в том, что они не смогли заранее предугадать этот теракт. Я не могу сказать, что прям, знаете, как многие говорят, что типа, там, выхожу, у меня слезы там и так далее. Я не могу сказать, что у меня это было. Скорее, это просто было что-то интересное, то, что мы посмотрели. И у музея находится два огромных таких, ну, как бы фонтана, там вода вот так вот немножко вниз Фонтаны падает. плача называются. Да. Это, собственно, места, где стояли эти башни-близнецы. И они очень огромные, и такие прям большие, и как бы по периметру написаны имена всех тех людей, кто погиб во время этого теракта. Как я поняла, это были не только работники самих офисов, но и, в принципе, кто находился рядом, пожарные, полицейские, кто пострадал. В общем, все. Я более сентиментальный человек, и у меня моментами даже проклевывалась слеза. Мы потом пошли кушать чикагскую пиццу, Chicago Style пицца. Такую пиццу вы не попробуете много где, попробовать можно только в Америке. Как оказалось, в Нью-Йорке одно место, которое это делает. Я так полагаю, Chicago Style пиццу вы попробуйте только в Чикаго, если будете. У нас в Праге, конечно, тоже ее делают, но там немного сложнее. Я, наверное, очень сильно хотела попробовать. Это такая пицца, которая чем-то даже похожа на пирог. То есть, если обычно пицца плоская, эта пицца идет с небольшим углублением, и как бы все наполнение пиццы больше напоминает открытый такой пирог, который ты кушаешь. И тесто у нее не совсем вот как у обычной пиццы тесто, оно более Твердое. песочное, что да, ли. песочное. Короче, пирог, пицца. Очень много сыра и начинки, сыр на метр вверх поднимался и тянулся, что нас очень сильно удивило. Затем мы отправились в сторону Empire State Building и поднялись на самый верх, на смотровую площадку, посмотреть на ночной Нью-Йорк. Завораживающий, потрясающий, и атмосфера шикарная. Такого вы не увидите ни в одном городе мира. И после уже мы вернулись домой. Я думаю, можно рассказать, как обычно мы пытались сэкономить на билетах. Это будет очень интересно послушать. Можно обычно, нам рекомендовали родственники ездить до Grand Central, и от Grand Central уже, собственно, строить свой маршрут. Но мы более хитрые, и мы хотели сэкономить, поэтому мы ездили до самого неблагополучного района, до этой остановки, до выходили Харлема. там, до Харлема, да, выходили там и уже оттуда строили свой маршрут. Конечно, когда наши родственники узнали об этом, они были удивлены. Все потому, что если вы покупаете билет на остановку раньше, с двух сторон, то вы экономите ровно 50% от стоимости билета. А контролеры не всегда это замечают, поэтому это сэкономило приличную сумму денег нашему семейному бюджету. Это правда, мы их потратили на еду. А сколько вышла вся поездка, вы узнаете в конце этого видео. Я думаю, можно рассказывать уже про следующий день в Нью-Йорке. Да, наступила ночь. Во второй день моя тетя отвезла нас на Брайтон-Бич, чтобы посмотреть русский колорит Нью-Йорка, посмотреть вот эти вот аптека и все декорации с GTA 4, покушать плова, салатик оливье, все по классике. Кстати, обзор на русскую еду вы увидите в этом фильме. И мы пошли гулять по побережью Брайтон-Бич. Мы немножко даже помочили ножки в океане. Да, Настя в целом... намокла там. Руки сухие, ботинки все мокрые. It was worth it.
довольна купанием в море? Плов супер вкусный. Я бы сказал, даже натуральный. Он прям при нас был приготовлен в огромном казане. Давно я не ел такого плова. В плов входит и нут, и морковочка, рис, очень разваливающееся мясо, супер нежное. Ну и, конечно же, мы сидим на Брайтон-Бич, где еще можно есть русскую еду потрясающую. Оливье вкусное. У нас два вида с укропом. Это то, что сейчас ем я. И обычный без укропа. Не жидкое. Вот что самое главное для оливье, чтобы майонез не делал его супер жидким, как каша какая-то. Все крупно порезано. Я думаю, это на любителя. Кому-то нравится крупная нарезка, кому-то нет. Оливье вкусный, не пересоленный. Все в нем просто прекрасно. Колбаса очень мясная, она мясом прям отдает. Значит, очень вкусная. Короче, хорошее оливье. Также в плове есть еще изюм. Да, с голодухи заходить в магазин Ташкент не советую. Накупите на 40 баксов минимум. У нас был довольно скудненький американский завтрак сегодня. Но вот что мне понравилось в магазине, там стоят торты, вот эти вот, знаете, стандартные, короче, торты. Медовик, Наполеон, еще какие-то виды, птичье молоко даже, по-моему, было. И там торт, вот он вот такого вот размера. Это он такой вот в диаметре, а в ширину он типа вот такой. И там люди прям вот огромные куски себе берут на семью. И это удивительно. Сладостей огромное количество. Пахлава там вся. Ну, есть как бы ташкентские сладости, вот это вот, чисто вот эта вот вся история, очевидно. Есть сладости российские. Очень много товаров прям, ну, российские. Но я не могу сказать, что они прямо из России, но, например, квас откуда он привезен? Наверное, его сделали просто где-то. Ну, вот изготовитель, окей, Россия. То есть вот, кто-то привез квас просто в огромной порции из России сюда. Сгущенка имеется та же самая. Гречка, разные виды. Я впервые видела зеленую гречку там в магазине. Ты знала, что есть такая? Вот теперь мы знаем. Поэтому я бы сказала, что все супер вообще. И это очень классное место. Очень классно, когда вот есть магазин, в котором вот все самое вот, к чему мы привыкли, короче, в нашей стране. Идеальный магазин для мигрантов. Потому что в Праге они есть, их много. Я уточню, что в магазине были не только русскоязычные люди, много было англоязычных. Да, это тоже очень важно. То есть в Праге-то есть тоже эти магазины, это понятно. Но они не такие по качеству, что ли, по предоставленной продукции. Гораздо меньше, и поставки идут примерно с одного места. А в этом магазине с разных мест. Можно и с того места найти, и с другого, и с третьего. В Праге поставки из Германии идут. Короче, ассортимент в Праге грустный, цена нормальная. В принципе, тут тоже цена нормальная. Там, короче, есть прям ряды с разной едой вообще заранее, то есть с кулинарией именно. Как в магазинах мы привыкли, там, в Магнолии, в Перекрестке. В Праге таких нет. В Праге, в принципе, кулинария даже в обычных магазинах типа Биллы, там, Лидл, она очень вкусная. Ее либо нет совсем. Ну да, это либо супер специфичная какая-то кулинария. Там есть прекраснейший кур-гриль, который мы не брали по очевидным причинам, не съели. Но это цыплята скорее даже были по размеру. Цыплята какие-то, куры, я не знаю. Очень, короче, круто. И впечатление превосходное. Все, я отдаю фишку Василию. И продолжаем наслаждаться своими оливье. А я фанатею. Все. Давайте попробуем вот такие вот баклажанчики. Смотрите, какой сыр и орешки кедровые. Очень тонкий сам нарезанный баклажан и очень много начинки. Не как иногда в Москве делают, потому что я знаю в Москве во многих ресторанах, грузинских, там типа армянских, делают эти баклажаны маленькими, начинки очень мало и просто баклажана очень много навернуто. Что не есть хорошо. Ты платишь очень большую цену за эти баклажаны все-таки. И типа тебе не дают начинку. Тебе дают только траву, которая не так дорого стоит. В целом могу сказать,
сказать, что очень интересный район. Чувствуется, что там живут наши иммигранты из СНГ, поэтому колорит особый присутствовал. Присутствовал, абсолютно. Я не пожалел ни капли, что мы отправились на Брайтон-Бич. Затем мы поехали в сторону Бруклина, чтобы посмотреть на Бруклинский мост и перейти по нему в сторону Манхэттена. Анастасия. Бруклин мне показался поспокойнее, чем Манхэттен. Он как будто такой, типа, даунтаун какой-то. Ну и не даунтаун в то же время. Там есть очень высокие здания. Но район сам по себе спокойный, очень зеленый. Есть классные парки, где можно погулять. Деревья высажены красиво вдоль улиц. Я бы сказала, что Бруклин даже мне больше понравился, чем Манхэттен. Согласен. Но там как будто мне показалось меньше прикольных заведений, где можно остановиться и что-то быстро покушать. Я сейчас не говорю про фастфуд там и так далее, я говорю именно про заведения, где тебя сразу посадят и быстро тебе принесут еду. На Манхэттене как будто выбор больше. Мы были не в той части Бруклина. Да? Да, но этот фильм не попадет, поэтому неважно. Да, на самом деле в Бруклине больше ресторанов именно крутых, чем на Манхэттене, чтобы поесть еду всякую. Что у меня в Бруклине было больше отметок, но мы тогда пообедали на Брайтон-Биче, поэтому мы не попали ни в один из них. Перейдя Бруклинский мост, мы пошли пешочком в сторону Таймс-сквер. Потрясающее зрелище, куча рекламы, куча народу. Мне очень понравилось. А тебе? Ну, Таймс-сквер действительно выглядит очень красиво. Несмотря на то, что мы увидели ее днем, но позже мы увидели ее уже и ближе к вечеру. Мы проводили там почти все время. Да, действительно, она выглядит очень красиво, так же, как ее показывают в кино, так же, как мы ее видели, ну, я не знаю, наверное, почти во всех фильмах, там, рекламах и так далее. Очень много народу, очень много туристов. Мне кажется, почти все на улице были туристы, даже они местные. Я думаю, там нету места. Да, там они туристы были. Куча зазывал всяких. В целом неплохо, но могу сказать так, чем дольше мы там находились, тем сильнее у меня начинала болеть голова. Слишком шумно, слишком много народу, слишком движово. Вот именно прям перебор всего. Затем мы перекусили и пошли на концерт Ники Минаж. У нас в этот день была годовщина свадьбы, и мы сделали такой вот небольшой подарочек. Мне кажется, концерт был просто супер. Хоть его и задержали на 2 часа, я насладилась прекрасным концертом. Были все популярные треки, все самые известные треки, и было куча народу. Да, все курили прямо внутри зала. Вот, я от этого хотел спать очень сильно. После джетлага, второй день. Было клево. На самом деле, незабываемая атмосфера. И пиво по $20. Очень круто. А потом мы поехали домой. И поехали домой очень интересным путем. Мы поехали до Харлема в 2 часа ночи. Это самый опасный район Нью-Йорка. Там мы бежали на поезд, чтобы не опоздать. На последний поезд. Проехали до дома без билета и легли спать до самого утра. Это был 3-й день, и мы решили сделать разгрузочный день. Мы поехали пообедать на Челси Маркет, и после этого прошлись по The High Line парку. Это парк, сделанный из старой железной дороги. Там очень клево, интересно. Маршрут где-то 2-3 километра. Ну, меньше 5 точно. Так что прекрасная дневная прогулочка под солнцем в зеленом парке. А потом мы вернулись домой и пошли
В гольф-клуб поужинать с нашими родственниками и провести с ними время, кайфануть. Было клево, шведский стол, стейки, бургеры. Все как полагается. Настоящая американская мечта. На следующий день мы поехали в Метрополитен музей, чтобы подняться на крышу и посмотреть вид на Манхэттен, а также еще посмотреть произведения искусства, которые там представлены. Всем доброе утро! Мы сейчас пришли с Васей в Метрополитен музей. Будем сейчас гулять там, смотреть экспозиции и хотим еще сходить на руфтоп, чтобы посмотреть вид на весь Манхэттен, Централ Парк и основные достопримечательности. И сегодня наш последний день в Нью-Йорке. Завтра мы уже выдвигаемся в Вашингтон. Все, мы внутри. Здесь неплохо, симпатично. Ну, пойдет. Нормально. Мне больше всего понравилось азиатское искусство. Было прям прикольно, там дворик такой вот китайский сделан, и очень интересно. Все остальное средней интересности. Ну, на самом деле, музей очень большой. Как мы узнали, его нельзя пройти за один день. Нужно просто ходить всю неделю, чтобы посмотреть этот музей. Огромное количество разных коллекций там представлено, выставок, постоянно что-то добавляется, меняется. Как Вася действительно сказала, есть целое огромное крыло, посвященное чисто азиатскому искусству, азиатской культуре. Также есть целое крыло, посвященное египетскому, как сказать, египетской истории, египетскому искусству, прям пирамиды построены внутри музея. Было очень интересно. Но я могу сказать, что это музей, который мне понравился меньше по сравнению со следующим музеем, который мы посетили, а именно Museum of Natural History, музей естествознания. Там, мне кажется, было более интересно. А что там было? Расскажи. Я думаю, ни для кого не секрет. Обычно в таких музеях рассказывают про то, как формировался наш мир, про динозавров, про животных различных, про быт людей, которые проживали на территории. Ну, в принципе, там рассказывалось про историю, как формировалась Америка, можно, если так даже сказать. Рассказывалось про то, какие животные представлены на территории Северной Америки, про то, какие народы жили на территории Северной Америки до того, когда пришли колонизаторы. Вот. Про минералы различные рассказывалось, и все было сделано очень интерактивно, очень красиво. Это действительно прям завораживало, и было желание ходить и смотреть все. К сожалению, мы не успели прям детально погрузиться в этот музей, он закрывался очень рано, поэтому последние залы мы просто пробежали. Очень интересный зал был там, где представлены украшения рэперов с бриллиантами. Это прям меня поразило, это было очень круто. Потом мы погуляли по Централ Парку и даже прокатились на рикше с приятным узбекским молодым человеком. Да, это правда. Централ Парк — это такое место, что кажется, что когда ты туда попадаешь, как будто ты не слышишь этот шум большого города. Там очень тихо, очень спокойно и очень много людей. Да, нью-йоркеры там бегают, прыгают, занимаются спортом, гуляют с колясками, катаются на велосипедах, да, и просто прекрасно проводят время. Да, и из Централ Парка мы выдвинулись в сторону к Рокфеллер-центру, площади Рокфеллера. Прошлись по 5-й авеню, по-моему, насколько да, мне посмотрели Apple Store знаменитый на 5-й авеню и пошли наверх на смотровую площадку Рокфеллер-центра. Просто прекрасный вид на город с Рокфеллера. Тебе больше понравилось с Рокфеллера или с Empire State Building? А я скажу, что это два разных было вида, потому что с Empire State Building мы смотрели на ночной Нью-Йорк, а с Рокфеллера мы смотрели на Нью-Йорк в закате. Поэтому было потрясающе оба раза. И Рокфеллер-центр однозначно заслуживает 10 из 10. Да, и в принципе вот так закончился наш еще один день в Нью-Йорке. На следующий день, с утра пораньше, мы проснулись и отправились на поезде в Вашингтон. В Вашингтоне у нас было 6-8 часов на погулять и посмотреть основные достопримечательности столицы Америки. Когда мы приехали, мы быстренько позавтракали и пошли гулять по основным, так скажем, достопримечательностям этого города. Сразу видно, что это город, в котором сидят политики.
очень много исторических каких-то политических мест. Очень спокойно по сравнению с Нью-Йорком. Я бы не сказала, что там все так быстро бегают, что-то делают. Но и честно, мне даже Вашингтон понравился больше, чем Нью-Йорк. Именно своим каким-то спокойствием и повышенным уровнем безопасности, если я могу так сказать. Первым делом мы отправились к Капитолию. Зашли внутрь, нам провели экскурсию абсолютно бесплатно. Сейчас мы находимся в Вашингтоне, Капитолии. Это комната, основная комната Капитолия. Через нее соединяются все сенаты. Мы посмотрели, как живут сенаторы в Америке и где они работают. Затем мы от Капитолия отправились в сторону монумента Линкольна, прошли монумент Вашингтону, то есть прошли буквально через весь Вашингтон, DC. Где мы находимся? Мы находимся в Вашингтон, DC. Идем в сторону монумента Вашингтону, а сзади нас вы можете видеть Капитолий. Когда мы покидали утром Нью-Йорк, было плюс 15, так что сейчас немножко жарковато. Но в целом пойдет. Присели отдохнуть немного в парке около мемориала Линкольна. Тяжеловато, конечно, идти, жара стоит жесткая. Ну, жара, правда, страшная, но в Майами еще жарче. Ну, в Майами хотя бы есть море, океан, типа там можно пойти поплавать. А здесь куда идти поплавать? Мемориал, что ли? Сидим, отдыхаем, передыхаем, потому что реально мы уже идем, наверное, 4 мили. Сейчас мы находимся около Белого дома. Вот он там сзади меня. Вот. Обратите внимание, сзади меня Белый дом был. Очень красивое место. Как вы можете заметить, флаг развивается. Значит, Байден сегодня на месте. После этого мы сели на автобус и отправились в сторону Белого дома. На этот момент Настя устала, и нам уже было пора ехать в аэропорт, чтобы лететь во Флориду, в Майами. Прилетев в Майами, мы взяли в аренду шикарную машину Fiat 500 Gucci Mobile с откидной крышей. Он был просто шикарен. И мы поехали ночевать в сторону дома моих родственников. Спасибо Юле и Жене за предоставленный кров в Майами. Спасибо Саше и Жене за предоставленный кров в Нью-Йорке. Приехав, мы просто отрубились. На следующее утро мы проснулись, поели яичницу с свежевыловленными лобстерами и поехали купаться в океан. Мы приехали на Майами-Бич. Сейчас мы поедем кататься по Ocean Drive. Посмотрим, какие здесь будут крутецкие машины. У нас скоро окончится парковка, поэтому либо надо продлевать на 15 минут, либо идти. Я, если честно, первый раз плавала в океане. До этого я только в морях плавала и в закрытых водоемах, скажем так. Честно, очень давно хотела попробовать поплавать. Я была безумно рада, что у меня наконец-таки совершается такая маленькая мечта. Океан во Флориде безумно теплый, очень приятный. Я бы сказала, что очень буйный, потому что волны были прям сильные, прям очень сильные. Мы плавали, я не знаю, не прям чтобы очень долго, плюс еще была жара сильная. Вода в океане была 30 градусов по Цельсию, а воздух был где-то 35, палило солнце, поэтому часок поплавав в океане, мы поехали в сторону дома, оделись и отправились смотреть Майами. Поехали сразу в район, где много граффити, к сожалению, не помню, как он называется. Стрит-арт район. Ну да, район стрит-арта. Мы зашли, посмотрели небольшую выставку. Было красиво, но в принципе можно было и не заходить, потому что, гуляя по району, можно заметить, как все дома разрисованы в граффити, и это не просто какие-то идиотские надписи, это прям красивое искусство. Это подано, как человек оставил именно свой след, как художник. Как артист. Да. У меня просто по-английски это все хочу рассказать, у меня не переводится на русский.
Проблема белых. Потом мы пошли в музей оружия. Там было стрельбище, можно было пострелять, но мы не близки с этим. И поужинав в американском дайнере, мы снова отправились отдыхать домой и спать. На следующий день нам предстояла поездка на Ки-Уэст. Это самая южная точка Америки. Но перед этим мы заехали на ферму аллигаторов. Там мы покатались на лодке с пропеллером, поели тако с крокодилом, посмотрели на крокодилье шоу, просто кайфанули, оставили чаевых выступающим и крокодилам на крыс. Дорога на Ки-Уэст была очень длинная, примерно 300 километров в одну сторону. На Ки-Уэсте мы хотели сходить в музей Хемингуэя и на маяк Хемингуэя, но мы приехали уже под закрытие, не стали этого делать. В общем-то и правильно, потому что цены на билеты очень высокие. Мы пошли есть в аутентичный кубинский ресторан. Короче, мы приехали на Ки-Уэст. Мы ехали 4 часа. Болит все, особенно задница. Успели поругаться. Классно. Сейчас мы идем кушать, так что я думаю, настроение должно подняться. А так, все выглядит хорошо. Все очень красиво. Ну, отдыхаем. Отдыхаем. Мы взяли себе креветок в темпура, очень вкусных, с безумно вкусным каким-то соусом. И я себе еще взяла тако, а ты себе, по-моему, брал фиш энд чипс, да? Я брал фиш энд чипс и какое-то крафтовое пиво. Еще принесли 2 шотика текилы. В подарок? Да. В подарок принесли, ну, Вася оба и выпил, собственно. Да, поэтому обратную дорогу за рулем ехала Анастасия. Мне очень понравилось ехать за рулем. Ну, в принципе, и Ки-Уэст, скажу так сразу, что, наверное, такое место как-то очень Испанию напоминает, но, знаете, не крупные города Испании, а скорее какие-то маленькие города Испании, очень такие локальные. Я помню, когда мы ездили в Португалию и тоже ездили на южную точку, чтобы посмотреть водную границу с Африкой. Угу. Вот очень сильно напоминает вот это вот. Только это была Испания, Гибралтар. Ну да, Испания, Гибралтар. Это не важно. Важно, что очень напоминает по вайбу. Дома такие прям, ну, не то что прям старенькие, они отреставрированы, но сделаны в старом стиле. Люди все очень спокойные, никто никуда не торопится. И просто прекрасная атмосфера, честно говоря. А на закате мы искупались в океане. Вода была теплее, чем воздух, и Мексиканский залив. Это потрясающе. Да, было очень романтично. Да. Обратно домой мы приехали в районе часа ночи и снова легли спать. На следующий день мы проснулись. У нас был день чисто отдыха, потому что уже чуть-чуть подустали. Поэтому мы поехали в ближайший магазин Walmart и решили там взять себе завтрак. И мы не прогадали, потому что там мы нашли просто божественные американские сэндвичи. Мы смогли взять себе там еще пончиков. Чисто вот пончики с шоколадом, вот, которые не круглые, а именно вот прям вот с дыркой внутри. Да. Стандартные. Очень вкусные. И еще мы взяли себе там фруктов, ананасов, манго. Манго был отвратительный. Дыню еще мы взяли. Дыню и арбуз. Наевшись от пуза, мы обгорели на этом пляже и вернулись домой, потому что нам нужно было ехать в сторону Орландо. Приехав в Орландо, мы поели Тако Белла и легли спать. На следующее утро мы отправились в Kennedy Space Center. Это то место, откуда НАСА отправляет людей на Луну. Так, всем доброе утро. Мы приехали в центр НАСА. Интересно. Огромный комплекс НАСА, который можно посмотреть. Можно увидеть, какие компании работают с НАСА. Помнишь, мы проезжали, там были прям офисы подписанных компаний. В центре мы смогли попасть на экскурсию, где нам рассказали про первую миссию на Луну.
Луну. При том, как отправили первых космонавтов, показали интерактивный комплекс, в котором сидят люди, которые запускают это все. Мы почувствовали, как будто мы сидим за всеми этими аппаратами, там что-то нажимаем, нас даже потрясло немного. Мы смогли ощутить, каково это, когда первый раз в космос отправляют человека, как вообще это ощущается. Мы смогли посмотреть на различные ракеты, которые стоят там. Потом мы поехали в целый ангар, где представлена ракета первой миссии отправки космонавтов на Луну. Также мы посмотрели реальные места, откуда запускаются ракеты. После этого мы сходили в кино про космос. Потом пошел очень сильный дождь, тропический ливень. Мы сели в машину и уехали в Орландо аутлеты. Там мы немного пошопились и поехали обратно в сторону Майами. Получается, следующий день у нас был последний день в Майами, и на этот день мы запланировали поездку в сафари-парк. Сафари-парк — это уникальное место, это самый большой зоопарк на открытом воздухе, где ты едешь на машине, и животные ходят вокруг тебя, как они хотят. Там беременные антилопы, зебры, обезьяны, жирафы. Очень интересно. У нас была машина с мягкой крышей, мы немного нарушили правила, но нас пустили. Но так нельзя с мягкой крышей, потому что львы или тигры могут просто прогрызть ее и съесть тебя. После этого мы вернулись домой, переоделись и поехали на встречу с моей одноклассницей. Она живет в Филадельфии, но прилетела в отпуск во Флориду со своей женой. Мы классно провели время, тоже покушали в кубинском, мексиканском ресторане. Вот, ну, как ты оценишь еду там? Блин, было очень вкусно. Это самые вкусные loaded nachos, которые я ел в жизни. Ну да, в целом было неплохо. После кубинского ресторана мы погуляли по городу, зашли в бар, там немножечко напились и поехали домой, а девочки продолжили веселиться в городе, потому что их отель был рядом с этим баром. И на следующий день мы уже выдвинулись на абсолютно другой край страны. Мы выдвинулись в Лос-Анджелес. Прилетев в Лос-Анджелес, мы приехали в рент-а-кар, чтобы взять машину, потому что в Америке без машины никак. На этот раз мы брали Volkswagen Beetle кабриолет красного цвета. Шикарная машина. Во время того, как мы сидели в рент-а-каре, всем на телефоны пришло оповещение, что в этом районе похитили человека. Я спросил у ребят, которые там работают, нормально ли это. Они говорят, ну, пару раз в день в Лос-Анджелесе такое происходит, и у всех, кто рядом, звонят айфоны. Это меня очень сильно удивило. Мы отправились в сторону нашего отеля. Отель был как придорожный, прикольный отель, но внутри Лос-Анджелеса. И в этот вечер мы просто погуляли, поели In-N-Out и чилили, потому что на следующий день нам предстояла долгая дорога. In-N-Out было супер. Я бы с таким большим удовольствием сейчас его съела, если честно. Самые нежные бургеры, которые когда-либо вы попробуете. Нигде вам больше не сделают такие бургеры. Это 100%. Ни в крафте, ни в фастфуде, нигде. Даже дома вы такие себе не сделаете. Это вот прям Каноничные бургеры. Американские бургеры, в которых нет ничего лишнего. И они безумно вкусные. Я реально сейчас бы прям поела. In-N-Out выглядит как в Макдональдсе с 2006-го, но и вкус бургеров как в Макдональдсе из 2006-го. То есть абсолютно натуральный вкус детства. На следующий день мы проснулись с утра пораньше, чтобы отправиться в сторону Невады, в Лас-Вегас, посмотреть на Hoover Dam. Это дамба из GTA San Andreas, вы все точно ее знаете, точно видели когда-нибудь раз в жизни. Она находится на границе Невады и Аризоны. После дамбы мы отправились в самый большой кинотеатр в этом мире, он находится в Сфере, в Лас-Вегасе. Посмотрели удивительный, уникальный фильм про Землю. И после этого мы поели в техасском ресторане стейков. Тоже было очень круто и вкусно. И отправились в Юту. Юта — это республиканский религиозный штат. Время там было на час меньше все-таки. Мы приехали в очень крутой и дешевый мотель, который стоил $60, тоже в ночи. Мы очень сильно переживали, как мы заселимся, потому что там не было ресепшена.
Но все получилось удивительно просто. Это правда. Мы жили в не очень большом каком-то городе Юта, я бы сказала. Мы жили на самом юге. Вообще в Юте нету больших городов, если что. Солт-Лейк-Сити. Ну, Солт-Лейк, но он не супер огромный относительно Америки. И в штате Юта. Что мы здесь делаем, мы сами не знаем. Как мы оказались в этом штате, мы не знаем. Но мы в очень маленьком городочке, чисто в Радиатор-Спрингс местном. Остановились вот в этом отеле, переночевали и сейчас едем на Гранд Каньон, Антилопа Каньон, на каньоны. Кто-нибудь вообще был когда-то в штате Юта? Мне интересно. Или только мы такие крутые и сюда приехали? Короче, мы жили в городе Святого Георгия на самом юге Юты, потому что оттуда было очень удобно поехать в Гранд Каньон. Следующий день. Впечатляющий город, очень похож на то, как нам показывали это в «Мальчишник в Вегасе». Кто не смотрел, обязательно посмотрите фильм, очень угарный. Но когда смотришь на него издалека, подъезжая к нему, это выглядит так странно, что такой огромный процветающий город просто посреди пустыни красного цвета. Это как-то нереалистично выглядит, как будто ты на Марсе живешь, в какой-то продвинутый город едешь. По поводу сферы, что могу сказать, что действительно необычный опыт просмотра кино, когда ты сидишь в таком как бы шарообразном помещении, и кино, оно идет просто вот так вот, повсюду идет кино. Это очень круто. Плюс там добавляются эффекты, что там, когда потрясывает немного, там что-то еще. Ну, там больше саунд-дизайном это сделано. Но и картинка при этом безумно качественная. Мне понравился фильм, на который мы пошли, про природу, про планету нашу. Было очень круто. И, конечно, в конце это все еще шлифанули техасской едой. Блин, наверное, один из лучших ресторанов, в котором мы были. Самая вкусная еда, которая там была. К сожалению, стейк я не попробовала, но салатики там были просто офигенные. Да. И про Юту, собственно, интересно, что, конечно, кто из вас, может быть, не знает, Юта, она известна своими снежными горами, которые находятся выше. Поскольку мы были на юге, мы, очевидно, не ехали их смотреть. Сразу заметна разница с городами крупными и вот такими маленькими городами, насколько же там все отличается, насколько там даже население отличается по внешнему виду. Я не знаю, как это можно почувствовать, но оно просто заметно. Оно заметно, что это люди из провинции. Вообще Юта — это фермерский штат, и ехав из Святого Георгия в сторону Гранд Каньона, а затем Антилопа Каньона, который находится в Аризоне, мы встретили кучу фермерских поселений. Прям реальные фермеры, которые ухаживают за своей землей, выращивают коров, какой-то урожай. Было интересно наблюдать за этим, как живут люди в глубинке Америки. Приехав на Гранд Каньон, мы увидели Бэмби, парочку Бэмби, и посмотрели на всю эту масштабность каньона. Это все-таки самый большой и глубокий каньон во всем мире. Мы уже купили себе пропуск во все национальные парки. Сейчас мы уже направляемся в сторону Гранд Каньона. Местность вокруг нас, она такая аутентичная. И, знаете, даже пропуск мы покупали не просто в туристическом центре, мы покупали его на станции настоящих лесных рейнджеров. Там прям изображенных символ, одежда, какие-то минералы лежат, которые, видимо, добываются в этой, в этой среде. Это породы, земные да. породы, какие-то там, камни, песок. Там и минералы лежали какие-то даже. Вот. Карта местности, как она выглядит, карта Макеты штата. прямо. Да, в общем, выглядело очень круто. Еще такой стиль, типа, с камнями и деревом было. Прям такое все аутентично старое. Мы приехали на Гранд Каньон. Тут так красиво. Это удивительно, на самом деле, что в Америке есть такое место, и что, в принципе, такое место есть на нашей планете. Оно очень красивое, оно очень, как сказать, очень зеленое, но в то же время
можно заметить песчаность вот эту вот каньонную. Это, наверное, одна из самых удивительных вещей, что когда ты едешь по Америке из штата в штат, просто за пару часов поездки у тебя ландшафт может смениться из пустыни, где нет ничего, до лиственных лесов и до просто какой-то красоты. Это самое удивительное, наверное, было для меня, по крайней мере, когда вот мы ездили на машине. Да, выехав обратно из супер зеленого лесного массива, который окружает Гранд Каньон, мы попадаем в абсолютно пустой и песчаный ландшафт Аризоны, где живут коренные индейцы. Было очень круто, потому что мы оказались в самом необычном месте за всю мою жизнь, наверное. За мою жизнь тоже. Было очень интересно пройти этот каньон. Ощущение было необычное. Когда мы его трогали, он кажется таким сухим, но дотрагиваясь до его стен, они такие прям увлажненные достаточно. И как нам рассказала экскурсовод, бывают моменты за сезон, когда каньон затапливает на определенную какую-то высоту, и за счет этого он продолжает дальше формироваться. То есть песок, он и вымывается, и приносится за счет сухих ветров. Мы видели даже, что где-то застревали деревья, которые принесло водой. То есть было очень круто. И хочу небольшую ремарочку сделать по поводу как раз-таки коренного населения. Интересный момент, который мы заметили по картам и по тому, как они себя представляют. Они не представляют себя как коренное население Америки, они представляют себя как население определенного региона, в котором они проживают. То есть мы были в резервации Навахо, и поэтому они называли себя люди Навахо. При этом есть еще другие резервации, и там люди себя называют, что мы люди конкретно этой резервации. Это очень было интересно. Это новый, так сказать, взгляд. Да, прогрессивно. Да, мы по дороге, естественно, в Аризоне видели кучу этих резерваций с разными названиями, и в них была своя культура, свои постройки ковбойские. Было прикольно и интересно окунуться прям в олдовую Америку. Обратно нам нужно было ехать 4 часа в сторону Лас-Вегаса. Я спокойно проехал их за рулем. Приехав в Лас-Вегас, где-то снова в час ночи, мы легли спать. На следующий день мы поехали в зону 51 искать инопланетян. Да, это правда. Мы туда поехали. Я не могу сказать, что там есть прям какая-то зона, знаете, которую надо идти штурмовать. Зона 51 — это просто пустыня Невады, где стоит магазин, заправка, и все посвящено инопланетянам. То есть все рекламные плакаты, все в магазине, все на заправке, все про инопланетян. В общем, прежде чем поехать в Долину Смерти, мы решили приехать поштурмовать зону 51. Она у нас прям по пути. Вот, сейчас посмотрим, что здесь вообще продается, что здесь можно посмотреть, и покажем вам. Инопланетянин-предсказатель. За $5 он расскажет ваше будущее. Да. Все сделано в стиле как бы инопланетном. Есть худи, футболки, все, что хочешь вообще, короче. Выглядит прикольно. Я не знаю, насколько это прям выгодно и интересно покупать, потому что, $25 это все стоит история. Это еще плюс налог отдельно. Не думаю, что это стоит вообще покупки, честно. Я не знаю, в общем, я бы, наверное, здесь ничего не покупала, потому что, это больше как развлечение идет, но не как что-то серьезное, наверное. Короче, если у вас есть лишние деньги, можете потратить здесь. Но если вы экономите, то не тратьте на это деньги. Можете заказать футболку на Алике, точно такую же. Короче, я сказала, что в этом магазине не стоит ничего покупать и проще заказать на Алике. Я беру свои слова назад. Мы купили футболки за $60. Одну в подарок. Одну в подарок, да. Но я себе купила футболку, потому что мне показалось, что это прикольно. Короче, да, я переобулась в полете просто своим мнением. Вот, но сейчас уже мы едем в Долину Смерти. В целом прикольно, но я что-то больше ожидала. Я думала, будет больше чего-то мы сейчас проедемся еще прямо. туристического. После этого мы отправились в самую жаркую точку нашей планеты. Долину Смерти. В Долине Смерти мы посмотрели на нее сверху, потом мы отправились в музей Долины Смерти,
посмотрели, какая температура на улице. Было больше 100 градусов по Фаренгейту. Вот, было очень жарко. Я купил панамку. Потом мы поехали в само Солевое озеро, там, где проходят гонки на сверхавтомобилях. Потрогали, оно действительно соленое. Кусочек соли я привезла с собой, если что. Он у меня Реально? до сих пор лежит в коробочке. Капец. Да, потом мы прям на машине заехали туда, посмотрели, походили по этим кристаллическим образованиям дна озера и отправились в сторону Лос-Анджелеса. Так, мы приехали в Долину Смерти и сейчас пойдем на хайкинг. Посмотрим с высших точек на нее, как бы сверху. Надеюсь, шляпа у меня не улетит никуда. Настоящее соленое озеро. Интересный факт: здесь проходят гонки и бега. Из-за текстуры поверхности машины на специальных колесах могут разогнаться здесь до 1000 километров в час. Могу гарантированно вам сказать, что озеро действительно соленое. Вообще интересное впечатление идти здесь по соли, такой твердой, слившейся соли. Понятно, почему проходят здесь и гонки, и бега. Ужасно жарко. Погода где-то 40 градусов по Цельсию, чуть выше 100 градусов по Фаренгейту. Довольно популярное туристическое место в Калифорнии. На пути к Лос-Анджелесу нам нужно было проехать по пустыне к главной дороге. И здесь нас ждал сюрприз. Можно ремарочку сделаю? Да. То есть, как правильно сказал Вася, на Долину Смерти можно посмотреть сверху и посмотреть, как она, в принципе, выглядит, так сказать, с высоты. А можно также потом еще спуститься вниз и проехать уже по самой Долине Смерти. И Вася сказал, что это музей Долины Смерти, но на самом деле это не так. Это станция рейнджеров, где они рассказывают про то, как живет Долина Смерти. И если вы думаете, что там вообще ничего нет, просто мертвая зона, это не так. Там есть растительность, там есть горные козлы, там есть местная фауна, которая приучилась к тому, чтобы жить внутри этой Долины Смерти. Разные мышки, какие-то мелкие лисички, совы там проживают. Короче, огромное количество природы, это удивительно. И как бы нужно готовиться к тому, что территория большая, стоит запасаться бензином на такие поездки, прям в огромном количестве. И когда мы поехали обратно, по дороге мы проехали через города-призраки. Это заброшенные города, в которых уже не живут люди. Они не отмечены... Нет, они отмечены на картах, по-моему, до сих пор. Но они пустые, там разрушенные здания и никого нет. По вайбу напоминает какую-то немножко даже хоррор-игру. Да, какие-нибудь ходячие мертвецы. Да, ходоков напоминает чем-то. И да, потом, когда мы уже ехали обратно, у нас случился небольшой конфуз. Скажем так, интересная ситуация. Да, у нас оставалось немного бензина, и мы рассчитывали заправиться как раз-таки между главной трассой и Долиной Смерти. Но приехали на заправку, и она была уже закрыта. Оставался только self-service, когда ты сам вставляешь карту и заправляешь машину. К сожалению, наши европейские карты не сработали. Ни одна европейская карта. Ни Apple Pay, ни пластиковая карта, ничего. Если бы мы не заправились, нам бы пришлось просто стоять в пустыне и ждать помощи. Скажу так, что за все время проезда по этой пустыне мы обогнали 2 фуры. И все. Больше ни одной машины не было. А город, в котором находилась заправка, состоял примерно из 3 домов, почты и церкви. И этой заправки. То есть вариантов не особо много было, где даже остановиться, если вдруг что. Нам повезло, скажем так. Мы заметили женщину, которая тоже приехала на эту заправку, но ей нужно было по другим причинам на заправку. И она смогла помочь нам оплатить бензин на $20, по-моему. Своей американской картой. Своей американской карты, а мы ей отдали наличкой эти деньги. И это, в общем-то, спасло нас от застревания в пустыне. Потому что я уже на момент очень сильно нервничала. Я не хотела ночевать в пустыне в машине с мягким верхом, если честно. Меня это пугало, и меня даже пугало не то, что нас могут ограбить. Меня пугала именно живность, потому что я прочитала, что ночью она самая активная, и ночью в пустыне очень холодно.
очень холодно. Мы не были готовы к такому. Не были готовы, но пустыня потрясающая. За эти где-то 150-200 километров, которые нужно было проехать до трассы, мы увидели, опять-таки, смену ландшафта несколько раз, потрясающий закат, пустынную местность, просто клево. Но скажу так, что если бы мы застряли, то там каждую милю стоял столбик с телефоном, потому что там не было ни связи, ни интернета еще в этой пустыне и в этом городе. Но нас бы так или иначе кто-то спас. Когда-то. Когда-то. Да, и когда мы уже наконец выехали на трассу, мы были очень рады этому. Мы заехали на заправку ближайшую, там, по-моему, тоже подкинули еще чуть-чуть бензина. Не помню, мы взяли с собой покушать. Это было как спасение, потому что еды тоже особо не было уже, когда мы ехали обратно, а кушать-то хотелось. Subway нас спас, конечно. По направлению к Лос-Анджелесу мы попали в смог, и мы проезжали мимо... Горящих лесов. Горящих лесов, да, было... Кто играл в Silent Hill, наверное, поймет. Вот примерно то же самое. Ничего не видно, все в смоге стоит запах гари, и дороги некоторые даже были перекрыты. Да, мы объезжали пробку по проселочной дороге. Но приехав в Лос-Анджелес, мы заселились в отель, и следующие 3 дня мы провели в Лос-Анджелесе. Да, в Лос-Анджелесе было интересно, мы погуляли по городу, мы сходили в Paramount Pictures, у нас там была экскурсия запланирована, мы посмотрели, как снимают кино, мы посмотрели, как это делалось раньше, нам показали, в каких местах это снималось, нам рассказали, как вообще набирали первых актеров на эти роли, где сидели первые режиссеры, костюмеры. Мы сейчас пойдем в тур на Paramount Pictures. Мы в Лос-Анджелесе уже. Да, это можно услышать, потому как здесь громко. Мы поели супер неполезный завтрак. Это база. Но это уже база, наверное, для Америки. Какое впечатление вообще о Лос-Анджелесе? Первое пока. Я не знаю, здесь намешано все. Мы вообще живем в районе, где все китайское, где одни китайцы обитают. Здесь еще много других всяких районов. Короче, я не знаю пока. Я не могу сказать, что мне Лос-Анджелес нравится больше, чем Нью-Йорк. Скорее наоборот. Нью-Йорк мне сейчас нравится больше, чем Лос-Анджелес. Удивительно. Да, это очень странно. Что мне здесь не нравится, это, наверное, чересчур большая вседозволенность. Все-таки должны быть какие-то правила, которых здесь нету. И мне это странно. Вот мы уже подошли к туру. Идем. Потом мы поехали и посмотрели в принципе, по студии разные stages, типа сцены, да? Ну да. Как бы такие боксы, где это все снимается. Съемочные площадки. Народу, конечно, очень много там работает. Постоянно все куда-то что-то бегают, все побыстрее. Костюмы туда повезли. Все ездят на этих мини каких-то гольф-картах. Да, на гольф-карах все ездят. В общем, было очень интересно посмотреть, как создаются шедевры, которые мы с вами привыкли видеть по телевизору. Было клево. Да, после Paramount мы пошли на Аллею Славы, посмотрели на самое центральное место Лос-Анджелеса. Было много бомжей, темнокожих граждан. Мы зашли в магазин Netflix. Там было клево. Вот. После этого мы увидели DeLorean, настоящий DeLorean из «Назад в будущего». Но сели обратно в такси и поехали в сторону нашей машины, припаркованной у Paramount. После мы поехали в Apple Store, был первый день продажи 16-х айфонов. Точно. Я купил себе новые наушники, айфоны у нас и так последние. Мы поехали в сторону отеля, и в этот день нам захотелось поесть обычной босяцкой еды, поэтому мы купили овощей, курочку-гриль, сэндвич. Также мы заказали Popeyes, куски пиццы взяли в 7-Eleven и устроили вечер нажора максимального. Да, еще хочется сказать, что мы купили целое плато из фруктов нарезанных. Оно было, наверное, было огромного просто какого-то размера. И сэндвич нам принесли. Вот мы взяли вот такого размера. Вот, честное слово, он в длину был вот такой, а в ширину он был примерно вот такой. Там просто 5 кусков этой ветчины лежало свернутые, там сыра еще было куча. Но сэндвич был безумно вкусный. Американцы умеют делать сэндвичи. Это был реально. не американский магазин. Это был магазин но местного... сэндвич американский был. Да, сэндвич был американского формата, но при этом магазин был просто для испаноговорящих людей, которые проживают в Америке. Потому что вся продукция, даже кулинария, которая была в магазине, она была, такая... Латиноамериканская, да. Еще Вася взял себе там куру-гриль, и она была очень вкусная.
Я видела, как ему она нравится. Да. Поэтому было супер. Что мы делали на следующий? На следующее утро мы проснулись и решили сделать небольшой хайкинг, поэтому мы поехали на Голливудские холмы, чтобы забраться на обсерваторию и просто посмотреть на Лос-Анджелес с высоты птичьего полета. После этого мы отправились в сторону Санта-Моника-Бич и Венес-Бич, потрясающие места, где живут неординарные люди Лос-Анджелеса. Там действительно клево, много туристов, много активити. Тот самый знаменитый зал на улице из GTA San Andreas, где Си-Джей качал свою бицуху. Там действительно качки. Скейт-парк на Венес-Бич. Это тоже произвело на нас огромное впечатление. Мы нагулялись и отправились в сторону нашего отеля, чтобы снова отдыхать. Потому что на следующий день нам предстояла длинная поездка. На следующий день мы очень плотно позавтракали в In-N-Out, потому что нам предстояла долгая дорога до Sequoia Park. Это национальный заповедник, в котором водятся черные медведи и растут огромные гигантские деревья секвойя. Они могут достигать, наверное, высоту, как нам показывали, больше, чем даже некоторые небоскребы в Нью-Йорке. Больше, чем Эйфелева башня. Да, это огромные деревья, и там просто целая заповедная зона, где вы можете погулять, похайкить и посмотреть на них, пофотографироваться с ними. Было очень красиво. В Секвойя-парке прям пахло натуральной природой. И самое большое дерево в мире, оно гигантское, оно размером, я не знаю, как фура какая-то в обхвате. Там мы погуляли, тоже похайкили и поехали дальше, чтобы нам доехать в сторону Сан-Франциско. Мы увидели потрясающие виды, потому что Секвойя-парк находится на возвышенности. Отправились в сторону Сан-Франциско, опять же поели в суперском техасском ресторане и приехали в поселок по Сан-Франциско и легли спать. На следующий день мы проснулись, и у нас была запланирована поездка на остров Алькатрас. Это место, где находится одна из самых известных тюрем, тюрьма Алькатрас, из которой предполагалось, что невозможно сбежать, но, как оказывается, были люди, которые смогли это сделать. Сейчас эта тюрьма превращена в национальный заповедник тоже, он так и называется, национальный заповедник Алькатрас. Было интересно. Да, это огромная тюрьма, музей под открытым небом. Нам рассказали, как содержались самые опасные заключенные в истории США. Это Аль Капоне и многие другие. Вот. Оттуда невозможно сбежать, но 3 человека все же смогли это сделать. Никто не знает, выжили ли они, но по косвенным следам они прожили счастливую жизнь в Латинской Америке и умерли естественной смертью. Тюрьма произвела интересное впечатление. Заключенным там, я бы не сказала, что относились как к нелюди какой-то. Их вполне хорошо кормили на то время. У них были все необходимые, так скажем, условия для проживания. Да, так что... За хорошее поведение там вообще позволяли из камеры сделать, уютное место, где ты мог повесить картины, играть в шахматы, заниматься своими хобби. После тюрьмы Алькатрас мы поехали кататься на исторических трамваях. Это F-Line трамвай и трамвай, на котором ты стоишь outside и едешь снаружи трамвая. F-Line ничем не примечательный трамвай. Единственное, могу сказать, что они все разного цвета, очень красивые и выглядят внутри, как будто ты попал в какие-то 20-е, 30-е года предыдущего столетия. Знаменитый трамвай Сан-Франциско, где ты едешь снаружи, очень похож на трамвай в Лиссабоне, только с возможностью ехать не внутри трамвая, а снаружи. Мы прокатились по всем холмам Сан-Франциско,
Сан-Франциско. Было очень весело и прикольно, очень много туристов, и мы клево провели время. Да, было очень красиво, потому что мы успели застать время, когда мы ехали на закате, получается, и мы смогли посмотреть Сан-Франциско в Golden Hour. Да, очень романтично было и прям классно. Вернувшись в нашу машину, мы проехали по району, где живут бездомные люди и героиновые наркоманы. Их сейчас очень сильно разгоняет полиция, но все же мы увидели какие-то кусочки этого действия и поехали в Купертино. Это сердце IT-инфраструктуры Калифорнии, да и вообще всего мира. Сан-Хосе, ты имеешь в виду, да? Ну, это Купертино. Силиконовая долина. Мы остановились в очень таком небольшом отельчике, очень приятненьком, переночевали, и на следующий день у нас была запланирована, ну скажем так, экскурсия в центр Apple и в центр Google. В Apple, когда мы приехали, действительно, территория у Apple там огромная. Они для своих сотрудников создали мини-город, в котором, ну, я думаю, можно спокойно проживать. Конечно, в самое сердце нас не пустили. Туда пускают только работников и по спецпропускам. Но, как мы поняли, как это вообще выглядит? Это такое круглое здание, рядом с которым есть парковые зоны, и все это здание — это Apple, то есть это офис. Я не уверена, по-моему, это только офисное здание, да, там больше ничего нет. Не, в Apple Park есть свой театр, где они делают презентации, свои залы, ну и вообще там в Купертино просто огромная территория. Наш отель граничил буквально с разными департаментами Apple. В зависимости от вашего грейда, позиции отдела, вы работаете в определенном офисе. Конечно, самая элита работает в Apple Park, рядом с Visitor Center, но есть и другие разработчики, спортслужба и другие, которые работают в менее пафосных офисах. После Apple мы отправились в Google. Там тоже походили, погуляли по территории офиса. Это тоже отдельный город, граничащий с городом Apple. Было прикольно. Опять же, в самое сердце нас не пустили, потому что у нас не было спецпропусков. Но, тем не менее, мы могли все равно походить вокруг и посмотреть, как выглядит, как это вообще все выглядит. Мы зашли в Visitor Center, мы посмотрели на то, что предлагает Google. И если вы думаете, что у Google нету физических каких-то объектов, которые он может продавать, то это не так. Там были и телефоны, и смарт-часы Google, и айпэды какие-то, по-моему, были еще. А для тебя это новинка? Я не знала, если честно. Я знала, что у Google есть телефон, но я не знала, что они до сих пор их продолжают развивать. И это уже развито до такого как бы масштаба. Мы там прикупили себе футболочки на память. Куча разного мерча, да. Мы купили и в Apple, и в Google. После этого мы отправились южнее, чтобы проехать по самой узкой дороге в Калифорнии, но она оказалась закрыта, поэтому мы просто проехали до Биг Сюра, посмотрели на красоты Калифорнии. Побывали в деревне, которая считается столицей артишоков. И там не иронично просто поля, засеянные артишоками. По-моему, там больше особо ничего и не выращивали. Там просто были гектары артишоков. У них на городе прям написано, что мировая столица артишоков. Мы заехали покушать на очень классный локальный рыбный маркет. Просто безумно была вкусная еда. Свежий улов прямо из океана. Это было божественно. Это вот, правда, я сейчас вспоминаю, у меня аж слюнки текут. У меня тоже, полный рот слюней уже. Мы сейчас заехали в очень небольшой городок заправиться, и заодно мы решили зайти покушать на местный рыбный рынок. И тут к рыбному рынку идет ресторан. То есть, все морепродукты и вся рыба, которую вы получите в своем блюде, это будет, соответственно, прямо из моря. То есть мы сейчас находимся на побережье. Сейчас я вам покажу место, в котором мы сидим. Оно очень аутентичное. Там Вася идет. На самом деле я обожаю такие локальные места. Это всегда какой-то вайб прям города. Да, мы взяли себе здесь покушать. Вася взял себе здесь креветки с картошкой фри. Я взяла себе острый гамбо-суп с креветками. Мне сказали на кассе, что он больше сладкий, чем острый, так что все будет нормально. Давайте я пойду вам покажу, что там продается. Я скоро вернусь. И мы заходим в фиш-маркет, который находится просто в соседнем здании. Здесь, соответственно, никого нету, кроме продавцов и рыбы. Смотрите, что здесь продается. Здесь есть тунец.
продается очень красивый кусочек тунца. Посмотрите, какой он красный прям. Здесь еще есть некая рыба, которая называется Red Sniper. Я не знаю, как это переводится, честно. В общем, вот такая рыба есть. Ну, самый обычный тунец. Есть еще некоторая рыба, которая называется халибут. Калифорниан халибут. И это дикая рыба из Штатов. Кстати, тунец из Атлантического океана. Но он не дикий, он выращен на ферме. Есть еще рыба махи-махи. Еще один халибут дикий, кстати, с Аляски, ребята, с Аляски. Посмотрите. И еще продается рыба-меч. Вот так оно выглядит все. Просто посмотрите. Продаются гребешки, вот они, креветочки, не указано какие конкретно. Здесь еще продаются разные скалопы, продаются, креветочки всякие. Здесь продаются креветочки поменьше и отварные креветки. Продаются крабы, кстати, дикие крабы. Здесь написано, что они дикие. Салат из креветок и всякие заготовки. И посмотрите, копченая рыба из разных вкусов. Здесь есть острая, с перцем, терияки и просто закопченная. Это самый обычный лосось, выглядит очень круто. Короче, вот в такое место мы попали, в таком месте мы остановились. Мы просто заехали заправиться, но по факту открыли для себя что-то новое. И вся рыба, которая здесь представлена, на этом, маркете получается, мы сейчас будем пробовать это в ресторане. Все свежий улов. Вон, кстати, артишоковые поля. Сейчас покажу вам. Нам уже принесли покушать, пока я гуляла. Так выглядит мое джамбо из креветок. Посмотрите, очень необычно выглядит. И нам принесли дыни, кстати. Это очень странно. Я никогда не видела, чтобы приносили дыньки. Салат coleslaw и креветки. Креветки прям жирные такие, из картошечка фри. Василий, вы готовы? Я вообще уже в предвкушении этого пира. После этого мы отправились чуть-чуть южнее, уже в сторону Лос-Анджелеса. Где-то по центру между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом мы остановились ночевать в тоже очень классный аутентичный мотель. Тоже отдохнули, посмотрели кино и легли спать. На следующий день мы были уставшие, поэтому никуда далеко ехать не хотелось. И мы поехали просто в замок, который построил американский искусствовед и бизнесмен. Скорее, сначала бизнесмен, потом все остальное. Это замок, я скажу так, сборная солянка из всего того, что он смог взять в Европе, в Африке, и там практически ничего нету именно американского. Это собрание всего-всего-всего, что он смог найти в Европе. Все самое дорогое, просто в одном месте намешанное. На самом деле это выглядит очень круто и необычно. Это смесь всего лучшего из испанской, итальянской, марокканской, французской, португальской культуры, архитектуры. То место, где действительно стоит побывать, если вы оказались рядом. Территория тоже считается заповедной, поскольку раньше там содержали парк с различными животными, потом все это распустилось, и животные теперь как-то живут сами. Да. Каких-то животных отправили, более опасных, скажем так, отправили в зоопарки, но те, которые безопасные животные, они сами проживают на той территории. Зебры, по-моему, они говорили, у них там живут дико обособленно. Возможно, какие-то лошади проживальского там. Да, и еще у этого замка есть своя огромная ферма, и просто огромное количество черных таких коров, знаете, которых пускают вот чисто на стейки. Это не коровы, которые молоко приносят, коровы, которых едят. И там просто огромное их количество. Сразу чувствуется, так сказать, масштабность и возможности Америки. Америки. Те, кто содержит это все. Выезжая из замка, мы увидели знак, что мы можем посмотреть на морских котиков, морских тюленей, океанических тюленей. Мы повернули и поехали в сторону тюленей, и по запаху определили, где находится это место. Очень забавные животные, скажем так. Они абсолютно спокойно лежали на пляже, обсыпали себя песочком, издавали кучу звуков, пахли, конечно, словами не передать как сильно, но это было клево. Мы посмотрели еще одну дикую природу. Затем, так как Настя была весь день за рулем, мы решили, что мы арендуем отель не сильно далеко от этого места и поехали в Санта-Барбару, в уютное местечко, в уютную деревеньку переночевать.
По дороге мы проезжали очень красивые утесы у, если я не ошибаюсь, Тихого океана, да? У Тихого океана. Выглядело очень красиво. Нам снова повезло безумно с погодой. Было солнечно, но уже чувствовалась такая прохлада. Безумно красиво. Мы останавливались, фоткались везде, фоткали... Просто все фоткали. И уже по дороге, когда мы спускались в Санта-Барбару, да, мы остановились в, как я понимаю, в мотеле, который содержат французские ребята, потому что они спокойно говорят по-французски. Отель такой вот с таким вайбом. Ну, он такой миленький французский мотель. На следующее утро там дают бесплатные велосипеды, мы прокатились по Санта-Барбаре на велосипедах, там была длиннющая велодорожка мимо всего пляжа, мы покатались, заехали на пирс и поехали в сторону Лос-Анджелеса. Да, но когда мы катались, самое интересное, что мы увидели диких дельфинов, как они просто плавали, ну вот так вот, короче, они выныривали, и целым косяком они плыли по Тихому океану. Это было удивительно, на самом деле. Да, это было очень клево, необычное зрелище. Да, а еще в Санта-Барбаре были очень вкусные мандарины в отеле, я так полагаю, местные, потому что когда мы проезжали вот эту всю дорогу до самой Санта-Барбары, мы проезжали мимо огромного количества цитрусовых ферм с мандаринами. Да, Они еще были мы очень были на тыквенной ферме, где продаются разные тыквы. Да, поскольку мы приезжали в осень к сезону Хэллоуина, они начали продавать фермерские тыквы, и там просто из сена и тыков выставка, где ты можешь купить, наверное, миллион разных видов Да тыквы. вообще, штук 15, может. Я таких тыков никогда в жизни не видел. Это, получается, уже были наши последние дни в Америке, и мы решили просто, без сильной нагрузки, просто кайфово провести время. Из Санта-Барбары мы поехали уже в сторону Лос-Анджелеса. Да, и провели там 3 последних дня просто в отдыхе и гулянии, объедании, валянии на кровати. Просто кайфовали и жили, как живут настоящие типичные американцы. Ели мама's комфорт фуд, бургеры, просто отдыхали. И это было очень круто, и было очень обидно в последний день, на самом деле, уезжать уже домой. Потому что ты разбила машину? Я не разбивала машину, это неправда. Ладно, Настя просто покоцала машину, но это была вишенка на торте после нашего 6000-го километра в этом путешествии. Мы приехали в Лос-Анджелес, сдали машину и на такси отправились в сторону аэропорта. Из Лос-Анджелеса нету прямых рейсов, как я понимаю, в Прагу, поэтому мы летели с пересадкой в Париже. До Парижа мы летели часов 11, по-моему. Да. Пересадочка еще была 3 часа, и потом 2 часа мы летели до Праги. И потом мы наконец-то оказались дома. Впечатление от Америки. Страна гигантская, шикарная, много еды, много приключений, много интересностей, много трат. Культура отличается в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе, но не настолько кардинально, что ты попадаешь в новую страну. Люди едят одну и ту же еду, люди смотрят одни и те же вещи по телевизору, одни и те же фильмы, сериалы, поп-культура абсолютно одинаковая. Примерно одна и та же одежда, все одно и то же. Они говорят на одном языке, и человек, живущий во Флориде, поймет человека, живущего в Филадельфии, и также поймет живущего в Калифорнии. У них какие-то разные интересы есть, но все же цель в жизни одна. Это американская мечта. Съесть больше еды, проехать больше километров, посмотреть больше достопримечательностей внутри своей страны. В целом, никто их за это не осуждает, и они имеют на это право. Потому что страна действительно гигантская, и есть что посмотреть, есть что показать, есть что поесть. Мне очень сильно понравилось. Я не жалею, что мы потратили внушительную сумму денег, чтобы сделать именно такое обзорное и крупногабаритное путешествие. Было клево, было офигенно. В целом, я скажу. Да? Мне очень понравилось, что моя жена была со мной, и в некоторые моменты, когда мне было лениво садиться за руль, она стойко и гордо ехала и рулила. Это, правда, было необычное путешествие. Я в Америке была первый раз, и для меня все было в новинку. Когда я туда ехала, мое видение Америки было построено просто на фильмах и на культуре, которую я видела в сетях где-то, в кино.
она не так похожа на самом деле на то, что мы видим в фильмах. Это что-то абсолютно другое. То есть, если ты смотришь на Нью-Йорк, ты думаешь, что Нью-Йорк — это как в «Сексе в большом городе», вот это вот вся, да, жизнь, но на самом деле это вообще не так. Это скорее как в фильме «Брат 2». Нью-Йорк, скажу так, Нью-Йорк — это не Америка. Если вы поедете в Нью-Йорк, не думайте, что вся Америка такая, как Нью-Йорк. Это скорее как думать, что если ты поедешь в Москву один раз, то вот вся Россия — это как Москва. Это вообще не так. Нью-Йорк — это такое прям busy financial place, вот это вот в Америке, где В делается... Нью-Йорке собрано все богатство Америки. Да, там собраны все основные... Все деньги Америки, они все в Нью-Йорке. Поэтому это чисто штат про заработок денег, город, штат про заработок денег и не больше. Вся Америка, как вот мы посмотрели и поездили, большая ее часть, это скорее простая фермерская история, где у тебя есть свой пикап, где у тебя огромный дом, который ты взял когда-то в ипотеку, есть небольшое хозяйство, и вот ты просто живешь свою жизнь. Да, и наслаждаешься едой, видами, красотами. Я бы обязательно поехала в Америку еще раз, когда у меня предоставится возможность. Но, наверное, я бы сделала в этот раз путешествие, обходя все крупные города. Я бы хотела поехать скорее на хайкинг и посмотреть природу, путешествовать в доме на колесах, как многие американцы путешествуют. Мне кажется, это было бы более интересно для меня уже во второй раз. Природа в Америке уникальна, такую вы вряд ли где-то еще увидите. 100%, мне кажется. Мы посетили очень много мест на нашей огромной необъятной планете, и могу сказать, что Америка не похожа ни на что из всего, что я видела. Это правда. А как получить визу в Америку, мы расскажем в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и отправляйтесь в путешествие вместе с нами. С вами была Анастасия И Василий. Пока-пока!